Складные велосипеды – это отличное решение для тех, кто ценит мобильность, компактность и удобство. С вами Леха и команда Накат, а сегодня мы вам расскажем и покажем про складные велосипеды Wells, представители самых популярных и удобных форматов для города. Это модели Wells Compact и Wells Folio. Обе модели представлены с колесами на 20 и 24 дюйма на выбор, а также двумя видами трансмиссий. Классическим переключателем и планетарной втулкой. Итого 4 варианта каждого складника на ваш вкус. И это мы еще про цвета не рассказали. И третий в нашем наборе, а точнее даже 9-й, это Wells Compton. Простой, но надежный городской бродяга. Что можно сказать еще? Эти велосипеды отлично подходят для езды на работу, для спокойных прогулок в парке или за городом, частных поездок в пригород на общественном транспорте с велосипедом и при недостатке места для хранения. Для всего этого отлично подойдут складные велосипеды Wells. И, конечно, такой велосипед будет хорошим выбором, если вы планируете, что на нем будут кататься несколько человек. Ведь у данного формата большой диапазон регулировок руля и седла, и его можно эксплуатировать людям от 145 до аж 190 сантиметров ростом. Все складники Wells имеют удобную систему складывания рамы и выноса руля с регулировкой силы зажима. Педали также складные, что делает велосипед очень компактным в сложенном виде. В сложенном состоянии велосипед опирается на подседельный штырь или специальную подставку и устойчиво стоит в вертикальном положении. Ну и не забываем, что складные велосипеды Wells – это отличное решение для передвижения как по городу, так и за городом на небольшие расстояния. Складная конструкция позволяет минимизировать габариты велосипеда, что позволит его провоз в общественном транспорте, а также компактное хранение и легкую транспортировку в автомобиле. Ну что, поехали! Пройдемся по нашим складным красавчикам. Первый на очереди это, конечно же, Wells Compact. Складной велосипед из линейки Wells. Надежный и удобный Wells Compact на колесах размером 20 или 24 дюйма. Велосипед легко и быстро складывается и раскладывается, мягко едет и имеет очень удобную посадку. Давайте остановимся поподробнее на характеристиках. Рама Wells Compact алюминиевая, а вилка стальная. Остальные комплектующие алюминиевые, что делает велосипед действительно легким. Трансмиссия у этой модели бывает двух типов. Shimano Tourney на 7 скоростей с короткой лапкой, трещотка 1128 и система ProWheel на 52 зуба. Или планетарка Shimano Nexus на 3 передачи, задняя звезда на 20 зубов и система ProWheel на 42 зуба. В обоих случаях стоит каретка-картридж под квадрат фирмы Neko. Цепи системы закрыты большим защитным кожухом, который полностью исключает возможность контакта ваших штанов с цепью. Тормоза V-Brake с крепкими алюминиевыми рычагами и алюминиевыми же тормозными ручками. Колеса на 20 или 24 дюйма на алюминиевых втулках Quanda или Shimano Nexus на двойных алюминиевых ободах и полусликовых покрышках 20 на 2,125 или 24 на 2,125 дюйма. Рама и вынос имеют удобные замки складывания с защитой от произвольного открывания. Вынос регулируется по высоте и имеет индикатор для того, чтобы была возможность быстро поднять руль на ту высоту, к которой вы привыкли. Руль удобный, с небольшим подъемом и изгибом. Грипсы анатомические, а седло мягкое и широкое. Велосипед укомплектован полноразмерными крыльями и брызговиками, а также подножкой и алюминиевым багажником. А выпускается этот красавец в двух цветовых вариантах. Для модели с 20 колесами это зеленый, красный и синий. А для модели с 24 колесами это белый, зеленый и черный. Не перепутайте. А теперь разберем эти два классических варианта складных велосипедов, а именно с 20 и 24 колесами. Это два самых популярных формата для города. Разница между ними влияет на комфорт, скорость и маневренность. Давай разберем детально. Начнем с 20-х колес. В чем же их преимущество? Первое. Компактность. После складывания они занимают меньше места, что идеально для метро или лифта. Второе. Легкость. Обычно рама и компоненты легче, чем у 24-го собрата. Маневренность.
из-за малого радиуса колес они лучше вписываются в повороты. Ну и четвертое, быстрый разгон за счет меньшего веса. Ну и подойдет такой вариант тому, кому важна максимальная портативность, например, если часто носишь в руках или перевозишь своего коня. А также для коротких поездок по городу, где-то до 10-15 километров. Ну и о 24-х колесах. Эти велосипеды имеют уже большие габариты и вес, но имеют свои неоспоримые плюсы. Прежде всего, это плавность хода. Такие колеса лучше проглатывают неровности, и на них просто комфортнее на длинных дистанциях. Второе – стабильность. На скорости они ведут себя почти как обычные велосипеды. Третье – скоростные характеристики. Дольше сохраняют накат и меньше устаешь. Ну и, конечно же, четвертое – проходимость. 24 дюйма справляются с легким бездорожьем, таким как гравий или брусчатка. Подойдут 24-е варианты тем, кто ездит дальше 15 километров или любит динамичную езду, и позволяет найти компромисс между компактностью и комфортом. Ну и резюмируя, колеса на 20 дюймов подойдут тебе, если часто носишь велосипед с собой, ездишь в плотном городском потоке или сочетаешь с метро или офисом. А колеса на 24 дюйма подойдут тебе, если езда важнее компактности, и ты планируешь поездки от 20 километров или хочешь больше комфорта. С, так сказать, компактными ребятами мы разобрались, поехали дальше. А дальше у нас один из линейки складных велосипедов Wales, компактный и красивый Wales Folio. На колесах размером так же, как 20, так и 24 дюйма. И что немаловажно, на алюминиевой раме. А это огромный плюс для компактных велосипедов в виде сниженного веса. Рама у Wales Folio алюминиевая, а вилка стальная. Остальные комплектующие также алюминиевые, что делает велосипед действительно легким. Трансмиссия у этой модели бывает двух типов. Shimano Tourneo на 7 скоростей с короткой лапкой, трещотка 1128 и система ProWheel на 52 зуба. Или планетарка Shimano Nexus на 3 передачи, задняя звезда на 20 зубов и система ProWheel на 42 зуба. В обоих случаях стоит каретка-картридж под квадрат фирмы Neko. Тормоза V-Brake с крепкими алюминиевыми рычагами и алюминиевыми же тормозными ручками. Колеса на 20 или 24 дюйма на алюминиевых втулках Quanda, двойных алюминиевых ободах и полусликовых покрышках 20 на 2 125 дюйма. Рама и вынос имеют удобные замки складывания с защитой от произвольного открывания. Вынос регулируется по высоте и имеет индикатор для того, чтобы была возможность быстро поднять руль на ту высоту, к которой вы привыкли. Руль удобный, с небольшим подъемом и изгибом. Грипсы анатомические, седло мягкое и широкое. Велосипед укомплектован полноразмерными крыльями с брызговиками, подножкой и алюминиевым багажником, а выпускается в двух цветовых вариантах. Для модели с 20-ми колесами это красный, синий и металлический серый, а для модели с 24-ми колесами это желтый, фиолетовый и черный. Ну что же, здесь мы тоже уже закончили. Погнали дальше. Но, кстати, это еще не все. Напоследок поговорим о трансмиссиях. В чем вообще разница и с какими колесами какие лучше? Выбор трансмиссии для складного велосипеда действительно важен. Он влияет на комфорт, скорость и долговечность. У наших подопечных на выбор либо планетарка Shimano Nexus, либо классический переключатель. Так вот, что это за планетарная втулка такая и чем она хороша? Планетарная втулка, или же, простите, Светлана Евгеньевна, Internal Gear Hub, это настоящая коробка передач для велосипеда, спрятанная внутри заднего колеса. Вот ее ключевые преимущества, особенно актуальные для складных моделей. Во-первых, все передачи в одной втулке, то есть защита от грязи и ударов. Во-вторых, можно переключаться стоя на месте, что удобно в городе. В-третьих, низкий износ цепи, но при этом выше вес и цена и сложнее ремонт. Классический же переключатель обладает следующими плюсами. Это, во-первых, легкость и дешевизна. Во-вторых, большой диапазон передач, что подходит для холмов. При этом, конечно же, он требует регулировки, боится ударов, а цепи звезды изнашиваются быстрее.
Ну и что касается местности, где это лучше работает. Ну, возьмем, к примеру, наш любимый Санкт-Петербург или, по-простому, Питер. Здесь оптимальным вариантом будет планетарная втулка. Почему? Ровные дороги, которые не требуют широкого диапазона передач. Защита от влаги и грязи, что актуально для местного климата. И, конечно же, минимальное обслуживание. Классический же переключатель на 7 скоростей может быть избыточен для ровного города, но все равно вполне допустим. Ну а если сравнивать ровный Питер, то почему бы не с пиратским холмистым Владивостоком? Здесь уже оптимальным вариантом будет классический переключатель. Ну и опять же, почему? Во-первых, нужен большой разброс передач для подъемов и спусков. Во-вторых, легкость ремонта, что вдали от сервисов просто критично. Ну и на ваш выбор для ровного Питера это складник с 20 колесами на планетарке, то есть Wells Folio 20х3 и Wells Compact 20х3. Они подойдут, если нужна компактность, то есть если носишь в метро или в офис. Либо складник с колесами 24 дюйма с классическим переключателем, а именно Wells Compact 24/7 или Wells Folio 24/7. Это твои варианты, если ездишь на дальние расстояния, например, от Петроградки до Васильевского острова. Ну и для дальнего города нашинского, для Владивостока. В этом случае размер колес менее критичен, чем диапазон передач, так что подойдет вариант на 24-х колесах, хотя справятся и 20-е, с переключателем. Иначе на сопках будет мучительно. А это никто иные, как Wells Compact 24/7 и Wells Folio 24/7. И их собратья с 20-ми колесами. Ну и, конечно же, Wells Compton с 20-ми, что тоже не подкачает, если окажется под рукой. Ну что, переходим к народной части, а именно к компактному и надежному Wells Compton на колесах радиусом 20 дюймов. Это тот самый городской скальпель. Велосипед легко и быстро складывается и раскладывается, мягко едет и имеет очень удобную прямую посадку. Главной особенностью этой модели является очень низкая рама, труба которой расположена так, чтобы было ее легко переступить, практически не поднимая ногу. Можно сказать, нужно сделать лишь один шаг, чтобы сесть на этот велосипед. Складной велосипед Wells Compton имеет удобную систему складывания рамы и выноса руля с регулировкой силы зажима. Педали также складные, что делает велосипед очень компактным в сложенном виде. В сложенном виде, кстати, велосипед опирается на специальную подставку и устойчиво стоит в вертикальном положении. А теперь давайте подробнее о технических моментах. Рама и вилка у Wells Compton стальные. Рама легко складывается пополам за считанные мгновения путем открытия зажима складного механизма, который, кстати, имеет специальный фиксатор для защиты от произвольного складывания в движении, если вы случайно забыли закрыть складной механизм. Трансмиссия Shimano Tourney TZ500 на 6 скоростей. Трещотка 1128 и система на 44 зуба. Каретка картридж под квадрат фирмы Neko. Цепь KMC Z6. Тормоза V-Brake с крепкими алюминиевыми рычагами и алюминиевыми же тормозными ручками. Колеса на 20 дюймов на двойных алюминиевых ободах и полусликовых покрышках 20 на 1,95 дюйма. Рама и вынос имеют удобные замки складывания с защитой от произвольного открывания. Вынос сиденья регулируется по высоте. Грипсы анатомические, а седло широкое, с пружинами. Велосипед укомплектован полноразмерными крыльями с брызговиками, подножкой и багажником. Ну, вроде все. Пробежался пусть кратко, но все же достаточно подробно и информативно по всем складным скакунам. Да еще и информации полезной подкинул. Ну и еще раз, про цены. Мир бесконечно и стремительно меняется, поэтому актуальные цены мы назвать здесь не можем, они перестанут быть актуальными через неделю или две. Так что их можешь узнать, перейдя по ссылкам в описании. И, конечно же, делись мнением в комментариях, ставь лайк, подписывайся, а мы скоро вернемся. С вами был Леха и команда Накат, не прощаемся! А, да, кстати, не забудь подписаться на наш Телеграм, там чат есть и все прочие прикольчики. Давай. Я жду. Угу.